Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим вкусное летнее блюдо на обед или ужин, и это будет пицца на кабачковом тесте. Она получается очень вкусной, но при этом диетической, потому что у нас будет вместо теста кабачки. 2 кабачка общим весом 550 граммов натираем на крупной терке. В эту массу добавляем половину чайной ложки соли, перемешиваем. И оставляем на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок. Пока кабачки у нас стоят и пускают сок, займемся начинкой. Очень тонко нарезаю колбасу. Вы можете вместо колбасы взять любое мясо, можно даже взять фарш предварительно обжаренный, можно взять бекон, можно вообще сделать без мясных продуктов пиццу. У меня 70 граммов колбасы. Также мелко нарезаю половину красной цибульки. Если не любите цибульку в пицце, то не добавляйте. Мелко измельчаю 2 зубчика чеснока, маленьких, и немножко совсем базилика. Потому что у меня базилик очень ароматный, вы можете взять чуть больше базилика или заменить его на любую другую зелень, которую любите. И нарубим чеснок. Также берем помидор, у меня здесь 140 граммов, они такие маленькие, черри, поэтому я их разрезаю на 4 части. Вы можете нарезать большой помидор на кольца или полукольца. Также берем сыр, у меня 130 граммов, и натираем его на крупной терке. Берите любой сыр, который вам нравится по вкусу и который хорошо плавится. Теперь берем кабачки небольшими порциями и отжимаем с них сок. Это важно сделать, потому что чем больше сока в кабачках, тем больше придется добавить муки и более водянистым будет тесто. А так мы с вами отжимаем, и тесто у нас будет вкуснее. Вот посмотрите, я вот так вот переложила кабачки к стенкам, а по центру миски сливаю сок, чтобы не сливать тот же сок на кабачки. Добавляем 1 яйцо и также 2 столовые ложки муки. И немножко соли, так как сок с кабачками мы слили, там была часть соли, и теперь, чтобы тесто не получилось пресным, добавляем буквально четверть чайной ложки соли. Все перемешиваем. Чем больше сока с кабачков вы отжали, тем меньше вам понадобится муки. А так смотрите по консистенции теста. Если нужно, то добавьте еще немножко муки, если оно получается слишком жидким. Противень выстилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. Уже сейчас прогревайте духовку до температуры 200 градусов. Берем наше тесто из кабачков и выкладываем на противень. И формируем пиццу. Вы можете выложить тесто на весь противень, можно сформировать круглую. Как видите, теста много. Поэтому как вам захочется, так и делайте. Хотите круглую пиццу, делайте круглую. Хотите прямоугольную, делайте прямоугольную. Посмотрите, какая большая основа для пиццы. Выпекаем ее 15-18 минут при температуре 200 градусов. Верхний и нижний нагрев без конвекции. Основа у нас подрумянилась. Обращайте внимание, чтобы у вас не было сырого теста. Выкладываем сюда чесночок с базиликом. Уже так ароматно сразу открывается и чеснок, и базилик благодаря горячей основе из кабачков. Берем половину сыра и выкладываем его на основу. Дальше цибулька, если любите. Мы очень любим. Конечно же, колбаса и помидорки тоже выкладываем сверху. И сверху посыпаем оставшимся сыром. Снова ставим пиццу в духовку на 10 минут. Вы только посмотрите на эту роскошь, она у нас даже подрумянилась, как итальянская пицца. Я посыпаю еще для аромата сверху прованскими травами.
Мне очень нравится, как они раскрываются на горячей пицце. Аромат. Жаль, что вы его не услышите сейчас, но я уверена, что вы приготовите и насладитесь. Посмотрите, основа прекрасно держит форму, хорошо отходит от пергамента и снизу тоже подрумянилось, то, что нам и нужно. Ну что ж, давайте разрежем. Все у нас как настоящие пиццы. Посмотрите, какая красота у нас. Сыр еще тянется. Посмотрите, какое тоненькое тесто, хорошо держит форму и много вкуснейшей начинки. Это так вкусно пахнет, что хочется сразу съесть побольше. Основа тончайшая, получается фантастически вкусно. Вы можете сюда положить абсолютно любую начинку, которую любите, и наслаждаться вот таким вот полезным летним вариантом пиццы. Когда вам хочется быть стройным, звонким, вот вам и пицца с кабачка. Я надеюсь, что вы приготовите, ведь это действительно очень вкусно, просто и полезно. До новых вкусных рецептов!